Кто такой Сай-Баба? Сай-Баба – это существует только одна семья – человечество, природа и весь космос. Существует только один путь – путь сердца и очищения души. Существуют только имена и формы Бога, и все они – Саи. Существует только одна единственная сила в мире, и это сила Бога, проявляющаяся в поступках сострадания. А вы знакомы с Бхагаваном Шри Сати Сай Бабой? Бог настолько блажен и безграничен, что ему приходится спускать людям подножку в виде помощи или религии, и даже спускаться в мир лично, чтобы люди смогли подняться по ним, то есть приблизиться к нему. Никто не реинкарнирует в одно и то же тело, поэтому Сай-Баба и воплощается в разных телах, так как он показывает и существование реинкарнации, и то, что после смерти «я» остается жить. Бог так хорошо ведет свою игру, что даже реинкарнирует вместе с простыми людьми, для того, чтобы возразить любовь во всех мирах и научить людей праведности. Сай-Баба показал, что когда ты поступаешь искренне, то тебе мир сам помогает. Аватар доказал, что люди вовсе не порочные и не грешные, а напротив, божественные создания. Сегодня люди любят закрученные сюжеты в фильмах или книгах, но они всего лишь выдумки их авторов, которые не применить к жизни. Жизнь аватара Сати Сай Бабы разворачивается по более интересному сценарию и к тому же не является выдумкой людей. И вся его жизнь и каждое событие в ней применимо на практике для верующего человека, какой бы она удивительной ни была. Это действительно правда. А кто сказал, что правда будет неинтересная? Правда действительно очень интересная. Сай-Баба – это применение всего на практике. Сегодня люди научились приручать себе многие виды энергии, которые не принадлежат нам, и поэтому страдания не прекращаются. И именно Сай-Баба учит нас приучать энергию, которая внутри нас и принадлежит нам. Это свет и тепло наших душ проявляется через общечеловеческие принципы и ценности, которым и учит Сай-Баба. Сай-Баба не вносит новых слов, а объясняет скрытый смысл языка, на котором были написаны Веды, так, чтобы смысл Вед был понятен для каждого. Сати Сай сделал видимость, что ушел раньше, чем ожидали, показав тем самым мимолетность жизни и что смерть может прийти раньше, чем ее ожидают, для того, чтобы люди не теряли времени зря и занимались духовными практиками. Человек, который может притянуть к себе любого человека в мире и что угодно, не стал притягивать к себе что-то приятное, а напротив забрал с собой весь негатив всех жителей Земли. Он пришел к нам в форме и сделал вид, что ушел, для того, чтобы теперь мы нашли вне форменного его повсюду. Сай-Баба поднял садхаков для садханы. Путь, по которому прошел один человек, также открыт и для другого. Только ты определяешь путь, по которому пойдешь. Ведь очень важно не сбиться с прямого пути, ведущего к изначальной обители. Поэтому очень важно обратить внимание на жизненные пути многих святых, чтобы идти прямее. Наблюдая со стороны, можно не понять вкуса происходящего. А когда ты сам являешься участником даже самого небольшого действия, тогда появляется интерес. Поэтому не бойтесь действовать. Если ты был изначально прав и правильно использовал свою энергию, то тебе никто не сможет помешать. Если ты использовал свою энергию нечестным путем, то тебе никто не сможет помочь. Если твои слова не являются истиной, то что-нибудь из сказанного с течением времени окажется неправдой.
Но как показывает опыт многих садхаков, все слова аватары Сатья Саи Бабы так или иначе сбываются, потому что аватар, имеющий имя истина, всегда говорит истину. Сатья Саи Баба знает все, что с нами происходит, потому что он все время обитает в нашем сердце, и следя за каждым нашим шагом, он помогает нам на пути жизни. Сатья Саи Баба изначально прав, и то, что он организовал супергоспитали и университеты, показывает то, что он правильно использовал свою энергию. Многие думают, что религий много, но по правде существует только одна единственная религия – любовь. Чтобы свет был везде, необходим его источник. Например, солнце и его свет. Яркость солнца больше возле самой звезды. Без источника света не будет самого света. Аватар, как солнце. Любовь – это его свет. Поэтому любви и больше возле Сатья Саи Бабы. Саи Баба – это любовь. Саи Баба – это сознание Шивы, который своей любовью сжигает все грехи. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Бог спускается на землю, чтобы человек смог подняться на небо. Бог как лестница для себя, с неба на землю, для людей с земли в небо. Или это просто движение кундалини, шакти к Шиве. Саи Баба – гармония между небом и землей, без вытеснения и без соперничества одно другим. Заметьте, Саи Баба не требует никакого богатства взамен за оказанную помощь. Все, что он ищет взамен, это богатство любви и благодарности. И с духовной, и с материальной точки зрения Саи Баба сделал очень много. Сможете ли вы себе представить такого человека, который бы ни разу в жизни не воспользовался сотовым телефоном и компьютером и был бы успешным? Саи Баба такой человек. Саи Баба не имел материального богатства. Те вещи, которые он материализовывал, отдавал другим и никогда не брал ничего себе. Все, что у него было, это его роба, которую он иногда менял, и бескорыстная, неограниченная любовь. Люди находят смысл в тысячи мирских удовольствиях и соблазнах, но не находят его ни в одном удовольствии. Саи Баба нашел всего один смысл жизни – это слияние с изначальной божественностью. Пусть та позитивная энергия, которую вы накопили, слушая учение, поможет вам быстро достичь просветления ради блага всех существ.